В одном маленьком городке жил мальчик по имени Артем. Он был не таким, как все другие дети в своем классе. Внешность его сильно отличалась от сверстников. С самого детства его фигура была полной, и это становилось причиной насмешек и обид со стороны одноклассников. Каждый день для него был похож на испытание, ведь ребята не упускали случая, чтобы высмеять его за его вес. Артем пытался не обращать внимания на их злые шутки и уничижительные замечания, но с каждым днем все сложнее было скрывать свои переживания. Он слышал, как его называли жирным или пухляшом, как смеялись над его внешностью и пытались оскорбить, словно это было чем-то совершенно нормальным и даже забавным. Он ощущал, как эти слова глубоко ранили его, но продолжал сдерживаться, надеясь, что когда-нибудь все это закончится. Но мало кто знал, что Артем с самого детства увлекался спортом. В отличие от многих ребят, которые предпочитали играть в компьютерные игры или гулять во дворе, он все свое свободное время посвящал тренировкам. Когда ему было всего 10 лет, он начал заниматься вольной борьбой. Сначала это было просто хобби, случайным увлечением, которое могло бы быстро забыться, как и многие другие детские интересы. Но с каждым годом его увлечение становилось все более серьезным. Он постепенно стал намного лучше в этом виде спорта, и тренировки перестали быть для него просто развлечения, они стали неотъемлемой частью жизни. Артем все больше времени уделял тренировкам, его физическая форма значительно улучшалась, а с ней росла и его уверенность в себе. Он чувствовал, как его тело становится сильным и выносливым, а также заметно улучшалась его способность решать различные задачи и проблемы. Но несмотря на то, что его уверенность в себе росла, он никогда не использовал свои умения в борьбе против своих одноклассников. Он был убежден, что для решения проблем с людьми нужно использовать мирный подход, а не прибегать к насилию. Артем верил, что лучше разрешать конфликты с помощью слов, а не кулаков, и что насилие никогда не приведет к настоящему уважению. Но однажды терпение Артема иссякло. В один из обычных дней, когда одноклассники снова начали смеяться над его внешностью, он почувствовал, что больше не может этого выносить. Артем не стал молчать. В разгар очередной насмешки он быстро подошел к своему обидчику, схватил его и, применив несколько приемов из вольной борьбы, буквально отправил того в нокаут. Другие ребята, увидев это, сразу же замолчали и отошли в сторону. С тех пор никто больше не смеялся над Артемом. Он стал уважаемым и даже немного загадочным среди своих сверстников. Те, кто раньше его унижал, теперь обходили его стороной, понимая, что этот мальчик не такой уж и пухляш, как они думали. Артем, в свою очередь, не гордился своим поступком. Он знал, что настоящая сила – это не в том, чтобы драться, а в том, чтобы контролировать свои эмоции и поступки. Но больше никто не смел его обижать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.